Узнаете этот открыточный вид? Да, это старый мост в городе Мостар в Боснии и Герцеговине. Ну а что же еще мы знаем про эту страну, кроме этой картинки? Наверное, кто-то из нас знает, что там не так давно была война. Кто-то даже думает, что война там идет до сих пор, хотя она закончилась уже 30 лет назад. Как узнать, что там сейчас на самом деле? Единственный верный выход, как обычно, ехать и смотреть. Of the wind it pours through valleys deep and canyon walls. The sky is painted fiery gold. This lends a story ancient and bold. The rivers roar, the mountains rise, a secret kept beneath the skies. Oh, this is hidden, carved by time, a masterpiece no hands designed. Босния и Герцеговина находится на Балканском полуострове и граничит с Сербией, Черногорией и Хорватией. На юге страна омывается, точнее не омывается, а имеет крошечное побережье на Адриатическом море. Помимо внешних границ у Боснии и Герцеговины есть еще и внутренние. И если одна из них непосредственно между Боснией и Герцеговиной давно условной и осталась только в названии, то вторая до сих пор является предметом споров и разногласий. На территории Федерации Боснии и Герцеговины проживают преимущественно боснийцы, исповедующие ислам и говорящие на боснийском языке. А на территории Республики Сербской, соответственно, православные сербы, говорящие на сербском. Но есть еще и округ Брчко, где проживают и те, и другие, плюс еще хорваты, которые разделили этот маленький округ на 3 части. В Боснии и Герцеговине одновременно аж 3 президента. 1 босниец, 1 серб и 1 хорват. А округ Брчко и вовсе находится под международным управлением. В общем, все сложно. А произошло такое разделение после распада Югославии и кровопролитной гражданской войны, продлившейся с 1991 по 1995 год. Если интересно, на YouTube есть куча прекрасных роликов на эту тему на исторических каналах, а мой канал про путешествия, поэтому подписывайтесь, садитесь поудобнее и погнали! Наше приключение мы начнем с маленького, но очень уютного городка Вишеград, который находится прямо на границе с Сербией. И сейчас я иду по самому известному мосту Махмеда Паши, который был построен в 16 веке и является памятником турецкого инженерного искусства. Между прочим, внесен в наследие ЮНЕСКО. Мост Махмеда Паши или Вишеградский – это 11-пролетный каменный мост длиной 180 метров, перекинутый через реку Дрину. А турецкий этот мост потому, что Босния и Герцеговина была захвачена Османской империей, правление которой продлилось более 400 лет до 1878 года. Во времена Османской империи в Боснии активно велось строительство, создавались и развивались новые города, включая Сараево и Мостар, а также за столетия османского правления почти все сторонники боснийской церкви обратились в ислам. Вишеградский мост сильно пострадал во время Первой и Второй мировых войн, но сейчас полностью восстановлен. Помимо моста здесь есть еще одно весьма интересное место, и добираться мы туда будем очень экстравагантным способом. Ready? Меж нами памяти туман, ты как во сне, ты как во сне. Зиплайн. Казалось, что это самый быстрый способ добраться на другой берег реки. Но, как водится, что-то пошло не так. Это фиаско, братан! Это и смешно, но так легко моим плечам.
Но, как говорится, все лучше, чем пешком. Мой дельтаплан. Добро пожаловать в Андричград, город-декорация, построенный по проекту Эмиры Кустурицы в честь Ивы Андрича, писателя и Нобелевского лауреата. Нобелевскую премию Ива Андрич получил за свой роман, где он рассказал, как строили Вишеградский мост, чем жил и как менялся город на протяжении веков. Благодаря этому роману весь мир узнал о крохотном городке на границе Боснии и Сербии. Андричград – это город в городе, расположен на вытянутом полуострове, образованном в том месте, где река Рзав впадает в реку Дрину. Раньше этот полуостров был пустырем, а сейчас тут множество зданий и сотни туристов. Андричград похож на кинодекорации, что неудивительно, так как проектировал его кинорежиссер. Это город-игра, город-кино, город-фантазия. Традиционный боснийский завтрак, пожалуйста. Честно, ожидала немного другого. Например, как в Турции, где много всяких плошечек со всем чем-то интересным и вкусным, но получила я вот это. Надеюсь, хотя бы кофе будет вкусным. Mi amore, espresso macchiato, 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 por favore, por favore, espresso macchiato, corneo. Ну что, Вышеград, было очень приятно познакомиться, ну а нам пора двигать дальше. Перед тем, как посетить следующий город, мы решили слегка пощекотать себе нервы и отправились в горы, где нас ждало незабываемое приключение. Виа Феррата. Я так долго мечтала о Виа Феррате, а мечты что? Правильно, мечты должны сбываться. Виа Феррата – это, конечно, не альпинизм, где ты можешь сорваться и погибнуть, но если ты не профессионал в лазании по горам, то свою дозу адреналина ты определенно получишь. Do you have something to say about this? Да, это не так просто, как казалось. Я когда читала про это, я думала, что это для детей. Итак, мы где-то на середине пути. К сожалению, это не конец. И нам лезть еще вон туда. Несмотря на все страховки и постоянно спасающего тебя инструктора, лезть по отвесной скале страшно. Я просто жду, когда это закончится. It's recording. Я просто жду, когда это закончится. Но самое прикольное – это, наверное, подвесные мосты над пропастью в 60 метров. Могу сказать про Виа Феррата никогда больше. Подписывайтесь на канал, между прочим. Это не просто. Ну что, мечта сбылась за исполнение мечт. Cheers. Cheers. After the climbing is always best feeling. Cheers. Welcome. Признаюсь честно, Виа Феррата – это восторг. Испытать себя на прочность определенно стоит хотя бы один раз в жизни. Не уверена, что решилась бы все это повторить, но кто знает, кто знает. А мы едем дальше и... Следующая точка на нашем маршруте – столица Боснии и Герцеговины – Сараево. Окруженный горами, город лежит в живописной долине реки Меляцки. Это одновременно западный и восточный город. Здесь пытаются сожительствовать три культуры – православных сербов, мусульман-босняков и католиков-хорватов. За боснийскими домами с традиционной красной черепицей видны высокие минареты и христианские соборы. Сам город выглядит довольно обветшалым. Видно, что страна до сих пор борется с послевоенным кризисом. Поврежденные во время перестрелок здания не восстанавливаются. Ухожены только религиозные сооружения и культурные объекты.
Латинский мост. Именно здесь в 1914 году началась Первая мировая война. Началась она ровно с того, что с этого места был застрелен австрийский герцог Франц Фердинанд. Первая мировая война с 1914 по 1918 год. Уже практически забытый глобальный военный конфликт с участием 38 стран между двумя коалициями государств в Европе – Антанта и Тройственный союз. Одна из самых масштабных и кровопролитных войн в истории человечества. Около 9 миллионов человек погибли в боях и более 5 миллионов мирных жителей в результате военной оккупации, бомбардировок, голода и болезней. Но хватит о грустном. Одной достопримечательностью Сараева является вот такой восточный рынок Баш-Чаршия. Достаточно мило. Это традиционный восточный рынок, который можно встретить почти в каждой мусульманской стране. В основном тарелки и кофейники, разве что патронов таких я раньше нигде не видела. Если любите красивые безделушки, то можно прикупить что-нибудь на память. Например, такой чайничек. Помимо патронов о войне, тут будут напоминать так называемые сараевские розы и вечный огонь в центре города. А если хотите увидеть все Сараево с высоты, то садитесь на канатную дорогу и поднимайтесь на гору Требич. The sun dips low. Отсюда открываются красивые виды, и тут можно отдохнуть от толп туристов и базар-вокзала, творящегося в городе. We've got it all. Спуститься с горы можно по оборудованной дорожке, наслаждаясь тишиной и свежим воздухом. Помимо потрясающих видов, это место известно еще тем, что в 1984 году здесь проходила зимняя Олимпиада. Вот, собственно, все, что от нее осталось, потому что во время войны это все было разбомблено, и здесь велись очень активные бои. Up the trail where the wild winds sing. Every step feels like everything. В качестве памятника Олимпиаде осталась бобслейная трасса. И чтобы она не выглядела уж очень удручающе, местные жители украсили ее как могли. И теперь по ней гуляют туристы. Еще один маленький уютный городок на нашем пути под названием Коньиц. И здесь нам очень повезло с апартаментом, потому что тут есть такой офигительный бухательный балкончик с видом на речку и горы. Главная достопримечательность города – это, конечно же, мост, наследие Османской империи. Старый каменный мост через реку Неретву. Построен в 1682 году и, кстати, считается точкой, где Герцеговина соединяется с Боснией. Кроме моста и реки, Коньицу похвастаться особо нечем. Добавлю только, что это был самый мусульманский город из всех, в которых мы были. Оказывается, помимо традиционной еды, тут можно найти и вполне себе человеческую. Вот, например, паста. Но самая вкусная здесь, конечно, не паста, а вот этот вид. Да, вечером тут красиво, а паста была говно. А сейчас мы завтракаем и едем смотреть то, ради чего мы, в принципе, приехали в этот Коньиц. И одно из них – это секретный бункер югославского лидера товарища Тита. Бункер Тита – это атомное убежище, прорубленное в горах в 7 километрах от Коньица. Несмотря на то, что сюда уже давно пускают туристов, объект все еще считается секретным и охраняется армией.
Чтобы попасть в бункер, необходимо регистрироваться на официальном сайте заранее и отправлять свои документы на согласование. Посещение бункера проходит строго с гидом 2 раза в день. Что характерно, бункер строился в течение 26 лет, но за эти 26 лет товарищ Тито состарился и умер, поэтому даже не успел посидеть в своем бункере. Бункер строили с 1953 по 1979 год. На строительство ушло более 4,5 миллионов долларов. Внушительная сумма для тех времен. К счастью, бункер так и не пригодился. Но зато теперь в Боснии и Герцеговине есть музей стоимостью 4,5 миллиона долларов. Ну, разве плохо? 350 человек могли жить и работать в бункере 6 месяцев без какого-либо контакта с внешней средой. На 6,5 тысячах квадратных метров расположено более сотни жилых комнат, 2 зала для собраний, 2 кухни, больница с операционной, центры связи. Резиденция Иосипа Броза Тита состояла из 5 помещений: приемная, рабочий кабинет, спальня, комната первой леди и комната для отдыха. Вообще выглядит как-то скромненько. Где лепнина, где золотые унитазы, где это все? Без души как-то сделано все. Яркости придают разве что современные инсталляции. А второе место – это красивое горное озеро с гордым названием Яблоничка. Тут мы собирались поплавать на водном транспорте, но, как видите, такого сервиса тут, видимо, нет. Поэтому едем дальше в Мостар. Дорога Мостар идет вдоль потрясающей красоты каньона с изумрудной водой. И жаль, безумно жаль, что тут не развит прогулочно-водный туризм. Поэтому я просто оставлю это здесь. Мостар – это самый туристический и запоминающийся город Боснии и Герцеговины. Как и в Сараево, тут есть восточный базар, но выглядит он каким-то более уютным. Главная достопримечательность города Мостар – это, конечно же, православная церковь. Слышите звук? Шучу! Конечно же, это старый мост. Мост здесь как градообразующее предприятие, логистический центр и точка отсчета города. Самое настоящее инженерное чудо для 16 века, в котором он был построен. Если хотите бесцельно покататься туда-сюда под мостом на моторной лодке, то за 10 евро с человека вам это устроит. Но почему-то попахивает разводом. Но главное зрелище тут – это прыжки с моста, за которые они тоже, кстати, не стесняются собирать бакшиш. Если хотите увидеть Мостар с высоты птичьего полета, то башня мира вполне для этого подойдет. Не могу сказать, что это прям восторг-восторг, но зато тут есть лифт. Ну а вот, собственно, и старая православная церква. Примечательна тем, что она очень древняя, поэтому выглядит достаточно необычно. Еще одна особенность Мостара – обилие красивых граффити, которые можно встретить по всему городу. Боснийско-герцеговинское пиво «Сараевска». Кстати, очень неплохое, но речь пойдет не о нем. В Боснии и Герцеговине очень любят кофе, поэтому приготовление и употребление этого напитка здесь – это целый ритуал. А попробовать местный кофе мы решили в самой древней кафешке города. Посмотрим, чем он отличается от обычного.
Основное отличие состоит в том, что тут вам будут долго и очень эмоционально рассказывать, чем этот кофе лучше и как его правильно пить. Cheers. Ничем не отличается от обычного, но кофе хороший. И окончательно разочаровавшись в боснийской герцеговинской кухне, решили не заморачиваться и попробовать просто донер, фастфуд. И, блин, он вкусный. It roars like a beast, untamed and wild, a silver serpent, fierce and wild. Каким бы красивым ни был Мостар, он никогда не сравнится с потрясающей природой этой страны. И сегодня мы приехали, наверное, в самое удивительное место Боснии и Герцеговины – национальный парк Кравица. А главная фишка этого парка – это, конечно же, водопад Кравица. Это просто восторг. Самое невероятное, что, находясь здесь, ты чувствуешь себя частью этой стихии и ощущаешь всю ее мощь. Это определенно место силы, и побывать здесь многого стоит. Парк Кравица находится в часе езды от Мостара, но есть интересные места и ближе к городу. В 15 километрах от Мостара находится еще одно очень популярное у туристов место под названием Текия-Благай. Текия – это древний дом Дервиша, который находится сразу за мной, а Благай – это ближайший маленький городок. Примечательно это место тем, что в огромной нависающей над головой скале есть пещера, из которой вытекает изумрудная река Буна. А в пещеру при желании можно заплыть. Но, честно говоря, тоже попахивает разводом на 10 евро. Еще тут можно посидеть в ресторане или сходить на экскурсию в дом Дервишей. А если и дальше проследить за изумрудной рекой Буной, то можно увидеть, как она впадает в реку Неретву. И делает она это очень своеобразно, в виде маленьких водопадов. Это природное явление называется Бунские канавы. Прощаться с Боснией и Герцеговиной мы решили на ее морском побережье. Оно, конечно, не такое шикарное, как у соседней Хорватии. Кстати, сразу за мной это и есть соседняя Хорватия. Но, тем не менее, море есть море. А там, где есть море, там есть и сифуд-ресторан. Выглядит достаточно аппетитно. Наверное, первый раз за всю поездку я хорошо и вкусно поем. Ура! Как же я ошибалась. Нет, Босния и Герцеговина – это не про сервис высокого уровня и рестораны Мишлен. Босния и Герцеговина – это про потрясающую природу и про таких разных, но добрых и гостеприимных людей, стремящихся к светлому будущему. Тут нет высоких цен и тяжелого люкса повсюду, но есть горные пейзажи и водопады. И эта поездка определенно запомнится мне на всю жизнь. Пляж Неума. Пляж, конечно, так себе, но зато тут красиво. Lost in your ocean, I can't swim. You pull me under, I don't wanna breathe, drown me in love. I'll never leave ocean's embrace, it sets me free. Your tide's my home eternally. Ну что ж, Босния и Герцеговина, ты была великолепна и гостеприимна, а нам пора двигать дальше в Черногорию, но это уже совсем другая история.
Подписывайтесь на канал, следующее видео будет еще интереснее. Увидимся!